Что если я вам скажу, что Aphex Twin жил в России? Реально жил и реально в России. Приз в студию! То есть не просто смотрел Красную площадь, посещал выставки и концерты как турист, а вот жил, ездил на метро и даже ходил в пятерочку за продуктами. Да-да, тот самый Aphex Twin, которого все любят, который таинственен и неуловим, и который человек во многом неординарный, который... который... История об Aphex Twin и России таинственна, но мы все-таки попробуем. Сегодняшний деконструктор мы посвящаем тайному визиту в Москву известного электронщика-шизофреника Ричарда Ди Джеймса, известного больше под кличкой Aphex Twin. Первый раз он приезжает в Россию в 90-е. Как раз начинается движуха с ее кризисами, приватизацией и бандитами. Западные страны хотят дружить с Россией, и в 1994 году появляется музыкальный фестиваль Бритроника. Очень амбициозное событие для страны в 90-е. Все самые модные электронщики Британии собрались в Москву. Даже на Западе о таком можно было мечтать. Экспериментаторы Аутекра, шугейзеры Steve Field, построкеры Bark Psychosis, The Orb, совсем молодой Пол Окенфольд. Организаторы были наши и британцы. Aphex Twin на фест тоже приезжает. У него берут интервью два чела, которые еле говорят по-английски. Они будто зажимают его у стены, как гопники. Aphex стесняется, но мужественно отвечает на вопросы. Является музыку короткий или длинный? Why you wear the long hair? Why you wearing the long hair? Wearing the short hair? There's no real reason. I just like long, long hair. Сошлись звезды, чтобы подарить людям праздник, но что-то пошло не так. Организация не удалась, а точнее, случился полный провал. Мы находимся на фестивале Бритроника. Более подробно Артем Троицкий расскажет нам о том, что же происходит здесь. Происходит тут невероятный бардак. Фестиваль был, но о нем никто не узнал. Народу пришло слишком мало. А еще билет стоил $40, и пришли только бандиты с проститутками. А где работаешь? Частный фильм. Частная фирма? Да. Название есть? Не помню. Адрес? Не знаю. Район? Центр. Например, Пола Окенфольда выгнали со сцены за то, что он отказался крутить рекламу. Его место занял русский диджей. Это то, что все-таки наша публика оказалась, может быть, не вполне подготовленной к той музыке, которая здесь звучит. Вот так музыканты вспоминают ту поездку. Our hotel basically was an old Communist Party conference center. Наш отель, по сути, был старым советским зданием на окраине Москвы. Рядом стояли высотки, а между ними заброшенные поля с кустарниками и пустырем из мусора. Рядом была станция метро с киосками, где торговали водкой, сникерсами, дешевыми зажигалками и сигаретами, копиями журналов Penthouse и немецкого хэви-металла. Мужики пили водку прямо из бутылки, а дети гуляли рядом в футболках Металлика. This is the face of late 20th century Russia. Хуже всего этот московский фестиваль потрепал Ричарда. Он вроде как прилетел, что-то где-то съел, ему стало плохо, его забрали в больницу. Целые сутки никто не знал, где он находится. Телефонов не было. Все было очень странно. Хуже, чем на кислоте. У меня до сих пор в глазах двоится. Оказалось, что это была не больница, а изолятор. У Аффикса была комната с окном и решеткой. Иногда приходил врач и ставил укол прямо в зад, классику современной электроники. Спокойно, я еще не колю. Ах, нет еще. Скажите, а это не больно?
Все зависит от диаметра иглы. Подожди, у вас диаметр, уже ты... Было похоже, что Ричард больше не вернется в Россию. А время шло. Мир не стоял на месте и развивался. Широким шагом шла торговля, глобализация, цифровизация и еще много какая зация. Аффикс тоже не просиживал штаны и выпускал крутые пластинки. Проходит всего 5 лет, и вот из молодого таланта и экспериментатора он превратился в огромную величину, классика современной электроники. Аффикс умеет все, и в нежный эмбиент, и танцевальная техно. Что-то диковинное и необычное. Мне нравится в нем то, что он не бросается на тебя, не хуячит по тебе ударными из всех пушек, не взрывает тебе мозг, а мягко и медленно накрывает, как одеялом. Сначала легкое вступление, чтобы познакомиться, типа чувствуй себя как дома. Тебе комфортно, ты расслабляешься, опасности нигде нет, ведь я и ты — друзья. А потом, сука, как берет и расхуяривает. Бэм! Чтобы раскачало, и ты забыл о работе, о проблемах, о рутине, о бренности сегодняшнего мира, о крушении самолетов, о том, как твоя любимая Алина сказала тебе, что уходит, и что кота она тоже забирает. У Аффикса есть чувство, когда подать газу, когда сбавить обороты и успокоить. Он интересно вышел из толпы. Все техно-диджеи, хипстеры прячут лицо, а он такой: а я наоборот все сделаю, и пусть мое лицо будет вообще везде. Я сделаю его пострашнее. Потом выходят клипы, и все. Ричард уже не underground, а звезда MTV. И вот, спустя какое-то время его стали замечать в Москве. Вот его видели на концерте Space Dimension Controller, а потом в баре «Солянка», затем уже на улицах Москвы и даже в метро, а потом вообще в Реутове. И люди такие: он чё, живет в России? Это кажется странным. Зачем Ричарду жить в России? Ведь его здесь отравили беляшами, держали в изоляторе и даже спрашивали, кто он по жизни вообще такой. Неужели ему настолько понравилась халва из пятерочки и 6% молоко? Или круглосуточные столовые? А может, он просто любит сидеть на Патриках с пивом? Ответ, друзья мои, прост. В Россию его привела любовь. Что может быть красивее? Мы знаем, что ее зовут Анастасия, она помогает ему с творчеством, а он посвятил ей несколько треков. А остальное? Остальное, ребят, не важно. Где Aphex Twin сейчас, неизвестно. Говорят, они с женой сдали свою квартиру в Реутове и уехали. Может быть, они нашли счастье в Челябинске?